Эксперты объясняют, что Африка раскалывается на две части, и это будет выглядеть так. Вблизи этот процесс еще более шокирующий. Огромная трещина тянется от Мозамбико на юге до Красного моря на севере. Эта трещина продолжает расти с каждым годом, разрывая землю и разрушая дома. Специалисты считают, что континент может расколоться гораздо раньше, чем мы ожидаем. Африка распадается на части из-за движения Сомалийской. Представьте, что это драматический разрыв тектонических плит. На востоке находится Сомалийская плита, на западе – Нубийская. И во время этого разрыва Сомалийская плита просто хочет немного пространства, поэтому она отдаляется от Нубийской плиты. Это движение формирует восточно-африканский разлом. Регион, где тектонические плиты расходятся, магма продолжает подниматься из глубин Земли и рождается множество активных вулканов. Поэтому здесь очень жарко. Дневная температура может достигать 54,5 градусов Цельсия, а ночью она остывает до 35. Внутри этой горячей зоны находится Афарский треугольник, также известный как Афарская котловина. Геология этого треугольника поражает воображение. В результате рифтинга в этом регионе образуются долины, разломы и глубокие трещины. Возьмем, к примеру, этот огромный разлом длиной 56 километров в пустыне Эфиопии. Он настолько широк, что туда легко может поместиться человек. Но пугает то, что эта трещина продолжает увеличиваться, расширяясь примерно на 1,5 сантиметра каждый год. Движение Нубийской и Сомалийской плит также может привести к образованию нового океана в Африке. Подобный процесс не является чем-то новым. Около 150 миллионов лет назад, когда еще существовали динозавры, в результате аналогичного тектонического сдвига образовался Атлантический океан. Когда-то континенты были сгруппированы вместе, но когда в Панге образовался разлом, он начал тянуть их друг к другу, разделив восточное и западное полушария. Итак, подобное происходит и с разрывом в Африке. В какой-то момент, говорят эксперты, воды Индийского океана могут затопить Восточно-Африканскую рифтовую долину, в конечном итоге создав шестой океан. Жаль, что вы не сможете поплавать в его водах. По мнению геофизика Кена Макдональда, специализирующегося на тектонических разломах, этот драматический разрыв может произойти через 1,5 миллионов лет. Поверьте, это очень быстро с точки зрения геологии и гораздо раньше, чем считали многие эксперты. Даже если вы не увидите, как Африка распадается на части, люди там все равно увидят и почувствуют признаки этого. Они могут наблюдать интенсивные извержения вулканов и сильные землетрясения, пока этот процесс будет медленно разворачиваться. Один из примеров связан с той страшной трещиной в пустыне Эфиопии, о которой мы упоминали ранее. Расщелина возникла в 2005 году, после того, как в данном районе произошло 2 вулканических извержения и 163 землетрясения, каждое с магнитудой более 3,9. Обычно подобная глубокая и длинная трещина на Земле формируется столетиями, но в этом случае она возникла всего за несколько дней. Это говорит о невероятной мощи этого явления. На самом деле, подобная интенсивная сейсмическая активность может ускорить процесс раскола Африки. Именно поэтому так трудно предсказать точные сроки этого события. Мы знаем только, что люди уже называют эту новую землю Нубийским континентом. Если предсказания верны, он будет включать в себя Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии. Это радует и беспокоит одновременно. С появлением новых береговых линий
Странам придется вносить серьезные коррективы в инфраструктуру и управление земельными ресурсами. Они могут потерять множество дорог, домов и других построек, которые сейчас находятся рядом с восточно-африканским разломом или прямо в нем. В Кении, например, трещины разорвали оживленную дорогу, и власти отчаянно пытались заделать брешь камнями и цементом. В другом случае пожилая женщина мирно обедала со своей семьей, когда ее дом внезапно раскололся пополам. Недавние землетрясения, произошедшие в эфиопском регионе Афар, разрушили 37 школ и заставили около 5000 учеников покинуть свои классы. К сожалению, в ближайшие несколько лет подобные истории могут стать более частыми. Но во всем этом есть и положительная сторона. Страны, расположенные в центре Африки, такие как Замбия и Уганда, могут обзавестись береговой линией. И это может быть очень полезно для них. Наличие побережья означает, что они получат доступ к новым торговым маршрутам, что откроет новые экономические возможности. Кроме того, подумайте о туристическом буме. Эти страны с их новыми райскими пляжами могут стать следующим крупным местом отдыха для путешественников. Местная экосистема во вновь образованном океане также изменится, и могут появиться новые морские виды. Итак, давайте посмотрим. Именно на этом пути раскол сейчас наиболее заметен. Мы ожидаем, что именно здесь Африка в конечном итоге будет разделена. Но все может оказаться немного сложнее. Некоторое время назад Майкл Дейли, геолог из Оксфордского университета, предположил, что разлом может простираться дальше на запад. Новые данные подтверждают его теорию, указывая на то, что трещина может тянуться на юг через территорию Ботсваны в Южную Африку и на запад через Намибию до самого Атлантического океана. Если эти разломы расширятся до глубоких трещин, океан может войти в них и заполнить пустоты. Эксперты говорят, что Африка может расколоться настолько, что превратится в архипелаг. Но опять же, мы не увидим этого. На это уйдут десятки миллионов лет. Мы уже знаем, что Африка рискует распасться на множество огромных островов или маленьких континентов. Не лучшие новости и для Мадагаскара. 4-й по величине остров в мире может оказаться расколотым пополам. Но может ли произойти обратный процесс? То есть, может ли появиться новая суша, когда нубийская и сомалийская плиты разойдутся? Когда эти тектонические плиты удаляются друг от магмы из мантии Земли, может подниматься на поверхность, а когда она остынет, то затвердеет и превратится в новую Землю. Именно так возникли другие места в мире, например, Исландия и Азорские острова. Так что да, тот же процесс может происходить и в восточно-африканском разломе. И в долгосрочной перспективе он может привести к образованию новых островов. Сейчас мы можем сказать лишь то, что геология Афарской впадины уникальна. Это самая активная рифтовая система на нашей планете. Под рифтовой системой я имею в виду зону, где тектонические плиты расходятся. Этот регион объединяет в себе множество явлений от разломов в коре Земли до вулканических зон и потенциала к формированию 6-го океана. Для специалистов это словно изучение эволюции рифтов вблизи, а поскольку это такой активный вулканический район, он обладает огромным потенциалом для использования геотермальной энергии, то есть тепла изнутри Земли для выработки электричества. 2 геотермальные электростанции уже производят энергию в Эфиопии. Одна в Эфиопской рифтовой долине, другая в Афар. Теперь геологи исследуют новые потенциальные места. Когда мы смотрим на этот глубокий разлом в Земле, мы знаем, что он вызван движением тектонических плит. В этом нет никакой тайны.
Но что мы еще до конца не понимаем, так это почему именно в этих местах появляются разломы. Например, трещина, которая открылась в Ботсване, появилась после землетрясения магнитудой 6,5 в 2017 году. Но эпицентр находился не в рифтовой зоне, где движутся плиты, как мы ожидали бы. Вместо этого он находился гораздо южнее. Поскольку необычно, что рифт возникает без вулканической активности, этот факт бросает вызов нашим традиционным представлениям о том, как разделяются континенты. Выяснение причин появления этих трещин в определенных местах все еще остается недостающей частью головоломки для экспертов, пытающихся объяснить, как раскалывается Африка. Остается надеяться, что мы получим ответы на эти вопросы до того, как континент превратится в огромный архипелаг.